Столкновение парома Сисмус и прогулочного судна Лэма-4 в Гонконге. 1 октября 2012 года, примерно в 20 часов 23 минуты по гонконгскому времени, пассажирские паромы Сисмус и Лэма-4 столкнулись у берегов Юнгшу-Ван, остров Лама, Гонконг. Это произошло в Национальный день Китайской Народной Республики, и один из кораблей направлялся на памятный фейерверк, который должен был состояться через полчаса. С 39 погибшими и 92 ранеными этот инцидент стал самой смертоносной морской катастрофой в Гонконге с 1971 года. В аварии участвовали пассажирский паром Сисмус, управляемый Hong Kong Kowloon Ferry, и судно Лэма-4, принадлежащее Hong Kong Electric Company, со 121 пассажиром на судне и 3 членами экипажа на борту. Пассажирский паром следовал из Централа в Юнгшу-Ван, а судно Hong Kong Electric Company шло с острова Лама в Централ. Пассажиры Лэма-4 участвовали в однодневном туре, организованном компанией, и направлялись в Централ на фейерверк, посвященный Национальному дню КНР, после экскурсии по электростанции Лэма. Участники тура в основном собирались семьями, в результате чего среди пассажиров было много детей. Примерно в 20 часов 20 минут Сисмус врезался в Лэма-4 левым бортом. Носовая часть Сисмус ударилась о корму Лэма-4, разорвав 2 водонепроницаемых отсека корабля и тем самым позволив им быстро заполниться водой. Корабль вскоре опрокинулся с кормой, погружающейся в море. Сообщается, что судно затонуло так быстро, что более 100 пассажиров оказались беззащитными в воде, несмотря на обилие спасательных жилетов на борту. После аварии паром Сисмус покинул место происшествия и продолжил свой путь к причалу Янгшу-Ван. Фронт Сисмус был поврежден, а его капитан получил травмы также, и был отправлен в местную клинику после аварии вместе с несколькими пассажирами с травмами. Всего в аварии погибло 39 человек, все из прогулочного судна Лама-4, 30 из которых были объявлены мертвыми на месте происшествия, а 8 других были признаны погибшими по прибытии в больнице, и 1 человек скончался в клинике. 92 человека на обоих судах получили ранения, 4 из которых получили тяжелые. В то время как компания Hong Kong Electric заявила, что на борту Лэма-4 находились 124 человека, полиция подозревала, что на борту могло быть больше, поскольку сотрудникам компании было разрешено приглашать своих друзей. В результате число пропавших без вести осталось неизвестным. Были начаты спасательные работы с воздуха и моря. Департамент пожарной охраны развернул 10 катеров, в том числе водолазное судно поддержки, и мобилизовал 350 офицеров, включая пожарных, а также более 60 машин скорой помощи. Раненые были доставлены в 5 больниц Гонконга. Правительство Гонконга обратилось за помощью к соседней провинции Гуандун для помощи в поисково-спасательных работах, но внешние ресурсы вообще не были задействованы, поскольку спасательные силы сочли, что внутренние ресурсы достаточны. Позже стало известно, с каким именно паромом столкнулся злополучный прогулочный теплоход Лэма-4, это скоростной паром-катамаран Сисмус, выполнявший рейс по расписанию. Столкновение произошло, как и предполагал ранее, в проливе Ист-Лама. Паром на полной скорости ударил Лэма-4 в борт, последствия известны. Виновны в трагедии, очевидно, капитаны обоих судов. Капитан парома не обеспечил должного наблюдения за обстановкой и не просмотрел судно по курсу. А капитан Лэма-4 в свою очередь халатно отнесся к плаванию в сложных условиях темного времени суток и оживленного движения, вышел на рекомендованные курсы скоростных паромов. Решение капитана парома Сисмус покинуть место происшествия вызвало жаркие споры, а именно, спасение себя или риск ради других имеет первостепенное значение. Сначала в сообщениях говорилось, что капитан продолжил путь к причалу по просьбе пассажиров. Опасались, что сам паром Сисмус может затонуть, но в более поздних сообщениях также утверждалось, что некоторые пассажиры убеждали капитана остановиться.
В течение нескольких дней после аварии капитан оставался эмоционально нестабильным даже после выписки из больницы. После того, как он был проинформирован об аварии, главный исполнительный директор Люн Чун Ин немедленно отправился на место происшествия, чтобы наблюдать за происходящим. Некоторые СМИ предположили, что это было политическое шоу, и заявили, что его присутствие могло действительно замедлить процесс спасения. Люн также подвергся критике за его решение обратиться за помощью к материковому Китаю через офис связи Центрального народного правительства, несмотря на изобилие рабочей силы и ресурсов, уже имеющихся в Гонконге. Многие видели в этом усиление влияния и опоры на центральное правительство, изменения по сравнению с предыдущей администрацией Цанг. Кроме того, несмотря на разъяснение Люна, что ни один корабль из материкового Китая не использовался для спасательных операций, 3 октября служба новостей Китая сообщила, что 95 человек были спасены профессиональным китайским спасательным флотом. Позже информационное агентство удалило номер спасенных, но отчет не был полностью отозван, и осталось утверждение, что китайские корабли помогли в спасении. Первоначальные предположения о причине аварии включали превышение скорости и перегрузку. Однако свидетели на Ламе-4 утверждали, что корабль двигался с постоянной скоростью. Перегрузка также была исключена, так как судно вмещало 200 пассажиров. Энди Цанг, комиссар полиции, заявил, что 7 членов экипажа судов были арестованы на следующий день после аварии за угрозу жизни людей в море. Комиссия по расследованию была сформирована для расследования причин аварии. Комиссия по расследованию столкновения судов у острова Лама 1 октября 2012 года с гражданином-судьей Майклом Ланном в качестве председателя и Бенджамином Тангом в качестве комиссара был назначен главой исполнительной власти в Совете для расследования фактов и обстоятельств. Комиссия по расследованию представила свой отчет главе исполнительной власти 19 апреля 2013 года. 14 февраля 2015 года капитан САСМУС Лай Саймин был осужден по 39 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве, а капитан Лэма-4 Чоу Чи Вай был оправдан по тем же обвинениям высоким судом. Оба мужчины были признаны виновными в создании угрозы безопасности других людей в море. 16 февраля Лай и Чоу были приговорены к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы соответственно. 2 октября все флаги компании Чьюн Конг Групп были приспущены в Чьюн Конг Центр, штаб-квартире материнской компании Хонкон Электрик. Хонкон Электрик подтвердила, что 7 из погибших были сотрудниками компании. HK Electric объявила, что семьи каждого из погибших получат экстренную помощь в размере 200 тысяч гонконгских долларов. Ли Кашинг, который контролировал HK Electric, немедленно вернулся в город на следующее утро. Было объявлено, что фонд Ли Кашинг выделит в общей сложности 30 миллионов гонконгских долларов для жертв и их семей в дополнение к чрезвычайной помощи. Глава исполнительной власти Люн Чун Ин объявил трехдневный траур, начиная с 4 октября, во время которого флаг Гонконга был приспущен на всех правительственных зданиях. 4 октября Люн вместе с другими правительственными чиновниками соблюдал 3 минуты молчания у здания Центрального правительства в 12 часов ровно. Школы и другие государственные учреждения также соблюдали минуту молчания. Пункты соболезнования были созданы в каждом из 18 районов во время траура. В результате инцидента правительство отменило фейерверк в честь Национального дня 2013 года.